Первая Французская Республика – Французская Республика. Первая Французская Республика – официально Французская Республика. Это период французской истории с 1792 года по 1804 год. Республика была провозглашена 21 сентября 1792 года во время Французской революции. Про Французскую революцию есть видео на канале, можете обратить внимание, я оставлю ссылку. Республика просуществовала до образования Первой империи 18 мая 1804 года Наполеоном. На канале есть видео про Наполеона, я оставлю ссылку. Период характеризуется падением монархии, учреждением Национального конвента, эпохой террора, термидорианской реакции и основанием директории и, наконец, консулатом и приходом Наполеона к власти. При законодательном собрании, это представительное учреждение с законодательной властью, установленное во Франции Конституцией 1791 года, которое находилось у власти до провозглашения Первой Французской Республики. Франция вела войну с Пруссией и Австрией. В июле 1792 года герцог Брауншвейгский, главнокомандующий австро-прусской армией, опубликовал свой манифест, в котором он угрожал разрушением Парижа, если какой-либо вред причинят королю Франции Людовику XVI. Внешняя угроза усугубила политические потрясения во Франции во время Французской революции и усилила страсть и чувство незамедлительности среди различных фракций. В результате восстания 10 августа 1792 года произошел штурм дворца Тюильри, было убито 600 швейцарских гвардейцев короля и была настойчивость на том, чтобы король был смещен. Возобновившийся страх перед антиреволюционными действиями вызвал дальнейшее насилие, и в первую неделю сентября 1792 года толпы парижан ворвались в городские тюрьмы, убив более половины заключенных. Сюда входили дворяне, священнослужители и политические заключенные, но также и многочисленные обычные преступники, такие как мелкие воришки. В общем, многие были убиты в своих камерах, это стало известно как сентябрьские расправы. Национальный конвент был основан с двойной целью – упразднить монархию и разработать новую конституцию. Первым актом конвента было создание Первой Французской Республики, официальное лишение короля всех политических полномочий. Людовик XVI в дальнейшем был предан суду. 16 января 1793 года он был осужден, а 21 января казнен. Всю зиму 1792 и весну 1793 года Париж страдал от продовольственных бунтов и массового голода. Конвент мало что сделал для решения этих проблем до поздней весны 1793 года. Вместо этого он занимался вопросами войны. Наконец, 6 апреля 1793 года конвент создал Комитет общественного спасения. Задачи комитета включали борьбу с радикальными движениями, нехваткой продовольствия, беспорядками, вандейским мятежом, недавними поражениями ее армии, дезертирством ее командующего генерала. Комитет общественного спасения вел политику террора. Несмотря на растущее недовольство Национальным конвентом, как руководящим органом в июне конвент разработал проект Конституции 1793 года, которая была ратифицирована в начале августа. Однако Комитет общественного спасения рассматривался как чрезвычайное правительство, и права, гарантированные Декларацией прав человека и гражданина 1789 года и новой Конституцией, были приостановлены под его контролем.
После ареста и казни Робеспьера 28 июля 1794 года Якобинский клуб был закрыт, а выжившие жерандисты были восстановлены. Год спустя Национальный конвент принял Конституцию третьего года. Была восстановлена свобода вероисповедания, началось освобождение большого числа заключенных и так далее. 3 ноября 1795 года была создана директория. Исполнительная власть директории состояла из 5 директоров, исполнительной директории и законодательная власть из 2 палат – Совета старейшин и Совета 500. Из-за внутренней нестабильности директория просуществовала всего 4 года, пока не была упразднена в 1799 году. Период, известный как французский консулат, начался с переворота 18-го Брюмера в 1799 году. Государственный переворот во Франции, состоявшийся 18-го Брюмера, 8 года республики 9 ноября 1799 года по Григорианскому календарю, в результате которого была лишена власти директория, разогнан парламент, Совет 500 и Совет старейшин, и был установлен консулат во главе с Наполеоном Бонапартом. Члены директории сами спланировали переворот, ясно указывая на слабеющую власть директории. Наполеон Бонапарт в дальнейшем стал первым консулом, позже он провозгласит себя императором Франции, положив конец Первой Французской республике, и в дальнейшем начнется эпоха Первой империи, эпоха империи Наполеона Бонапарта во Франции с 1804 по 1815 год.